Анша Абдуль, так как мой прошлый ролик про Озона пришлось резать из-за тупорылой цензуры, я решил заручиться помощью у святых дельфинчиков. Да, работаем. Конечно, Агния Огонек большая молодец, что сделала просветительский видеоролик об Абдулавере. Нужно теперь дать пояснений, так сказать, из первых рук, то есть от самих адептов, от непосредственных участников движения. Зачем делать это видео? Ведь некоторые скажут, что и так все понятно, надо верить в добро и сидеть молиться. Но вот представьте такую ситуацию. Вы пришли с завода, все гайки закручены, и вы решили спросить у Гугла об Абдулавере. И натыкаетесь на всякого рода хуйню. Абдулавера была очень локальным мемом 2010-13 годов. Однако в 2018 году все изменилось, и движение стало набирать популярность под видом Шуе ППШ. Чего? Считается, что внук Елькина это и есть Абдуль, который вернулся возродить религию. Чего? Знаете, сколько чудес Абдулла? Вот мне адепты постоянно чудеса доказывают, там какой-то они вот распечатывают портрет просто Абдулла на принтере, вешают в рамочку на стену, у него мироточат эти иконы Абдулловские, у него кровь из глаз прям течет. Сделаем важную остановку. Остановка сердца Почему? сейчас будет. Потому что мы говорим о пророке. Он тут сказал следующее, что вот адепты мне присылают видео. Адепты. Он уже их называет адепты, просто людей, которые прислали видео, допустим, предыдущие иконы, то есть просто наблюдать чудеса. Пиздец. Ролик, возможно, будет для некоторых чем-то уже знакомым. Может быть, я буду для кого-то и капитаном очевидностью, но я буду освещать все с самого начала, для полного восприятия картины. Если вы уже читали наше священное писание и знакомы с Абдулаверованием, то вы можете перейти к конкретике, используя следующий тайм-код. — 29 мая 1953 года родился в Тобольске антихрист. Ребенок по имени Александр. Рос обычно непоседой, кидался камнями, говном, дергал девочек за косички. Отец Саши, когда тот стал взрослее, начал пропихивать его во всевозможные театральные институты. Наконец-то поступив, Абдулов-младший начал играть в театрах и своей игрой завоевывать народную любовь. Грибочком закусывать. Грибочком. Хорошие грибки. Нынче лето грибное. К нам часто из города приезжают грибники. Места здесь хорошие. Авторитет рос, времена менялись, и Абдулов уже не напоминал того юношу. Он был похож в свои 30 на черствого старика. Алкоголь, сигареты, азартные игры, распутный образ жизни извращал Александра. А может быть, даже был радикалом к процессу гниения человека, как и снаружи, так и внутри. Прошло еще энное количество лет, и Абдулов совсем уже перестал быть похожим на человека. И залитое тело гормонами, лекарствами от СПИДа, алкоголем, никотином умирает. И как бы на этом рассказ можно и закончить, но это только начало становления. Гаврилыч был проклят Богом и за свои грехи отправлен в ад. Но Гаврилыч был сильно не согласен с этим и с помощью мошеннических операций, а именно загребания человеческих душонок, попадает в рай, где встречается с самим Богом, который от дичайшего охуевания охуевает. Тем временем Гаврилыч уже успел охуеть и дает Богу пенделя и закидывает ад трупиками ангелочков. И вот старого ада и рая уже нет, вовсю функционирует ад Абдулова. Но произошла дилемма. Душонки человеческие в Абдуллат поступают, но карать их Гаврилыч в одно рыло не может. И придумал он Абдулла план.
Он собирает чертов демонских и отправки их в Абдулла, для того, чтобы они расщеплялись на вторые проекции, одна из которых будет пытать чертягу, а также пытать самого Абдулова, так как Бог перед смертью наложил на него проклятие. А именно то, что бога-сатана должен вариться в котле, становясь могущественнее, но испытывая сильную боль, и внес Абдулов семя знаний в будущего пророка, и приказал ему сделать церковь ада Абдулова. Кстати, вот это примерно некоторый сюжет из священного Бибурана. Рекомендую, кстати, прочтение. Ну а теперь перейдем к самой Абдулавере. Абдулавера, или как ее называют, церковь ада Абдулова, это единственная научно доказанная религия. Есть куча подтверждений жизнедеятельности Абдулова после смерти. К нам обратился сторож Ваганьковского кладбища. Он утверждает, что на могиле актера Александра Абдулова происходят необъяснимые вещи. Я работаю здесь сторожем и часто прохожу, в силу того, что здесь работаю, мимо этой могилы. И раньше, когда здесь был вот просто холмик, я замечал странное свечение, образование. Но эти вопросы можно, в принципе, оставить Абдулла-ученым. А мы же рассмотрим Абдулаверу как сообщество с идеей. Если говорить про Абдулаверу в этом ключе, то это уникальное явление со своими целями и мотивами. Цель – это развитие Абдулаверы и последующая инфильтрация грешников. Мотивы – это жажда справедливости и добра. Развитие нашего движения может быть разным, но самое главное, чтобы Абдулаверование было от этого только добрее. Кто-то и правда проникается добром и эстетикой движения, а кто-то примазывается или воспринимает все как мем. Как раз из-за последних про наше движение делается множество неправдивой инфы. Якобы мы сообщество троллей, хомячков и умственно отсталой школоты. Понимаете? Абдулавера — это настолько своеобразная комьюнити, что тролль увидит в ней место для удовлетворения своих юмористических потугов, а именно прям поноса прямо изо рта. Другие уже видят в ней сообщество по борьбе с ублюдками, со своей историей и открытым непаханным полем для творчества. И тот, и другой называют себя адептами. Но кто же это такой? А кто адепт? Кто? Очень злободневная тема, так как некоторые могут обидеться, когда им скажут, что он не адепт и не может им называться. Это не оскорбление, это констатация факта. Чтобы подобраться к пониманию, кто такой адепт, хотелось бы взять пример с банальщины, а именно... Представьте, что вы находитесь на заводе. У вас хорошие товарищи, каждый друг другу помогает. Портфели, посиделки, хорошее начальство. Вообще все лампово. Приятно и продуктивно. Все работает идеально, но вот к коллективу присоединился новенький, который на всех бычит, нихуя не делает, все время причитает, при этом ничего не слушается и приписывает все заслуги коллектива себе. Можно ли его назвать товарищем? Нет. Вот теперь представьте, что товарищи это адепты, начальство это бога-сатана, а завод это Абдулавера. Напрашивается вывод, что адепт — это тот, кто помогает Абдулавере и не вредит остальным ее участникам. А вот таких вот новичков нужно что делать? Нужно их пиздить. Пиздить санными тряпками. И, возможно, у вас возник вопрос. А как помогать-то? Что делать? Что сказать-то? Вот ответ. Все зависит от ваших навыков, талантов и мотивации. Кто-то хорошо поет. Да, Абдулла-пения нам нужны. Кто-то разрабатывает игры, вообще обдуленно. Про фотошоп и видеомейкерство я вообще молчу. А Абдулавере нужны все, но не стоит печалиться по поводу того, что вы ничего не умеете. Я тоже ничего не умел, но при достаточном рвении и мотивации я озвучиваю и монтирую этот ролик. Некоторые посчитают, что мы попросту зря тратим время. Но я так скажу, отдавая время Абдулавере, ты приобретаешь скиллы и новые знакомства. А чтобы что-то приобрести, нужно что-то потерять. Чтобы что-то приобрести, нужно что-то потерять. Запомните это. Теперь можно вернуться к прошлой теме.
почему Абдулавира выглядит так странно со стороны и что это? Во-первых, мы не секта. Мы скорее внешне похожи на секту, оставаясь при этом внутри добрыми людьми. Мы не ищем и не зазываем заблудших или слабых духом людей, которым позже втираемся в доверие и в конечном счете объебываем его на доллары до конца его физического существования. Абдулавира как раз не ищет сломленных людей. Она ищет справедливых и зрелых умом людей, которые не ищут легкие пути и готовы стоять за свои убеждения до последнего. Мы – добро с кулаками. Абдуль же в своем абдуловедении тоже указывал на проблему хомячков, называя их чуваками, которые свечки в жопе держат. Во-вторых, есть тоже множество сект и якобы религий, изображающих из себя блаженных, добрых, максимально безобидных, чтобы увеличить приток лохов. Абдулавира же наоборот, выглядит настолько отталкивающей и пугающей, что в нее могут войти только определенные люди с определенным складом ума, со своей моралью. Вот просто вдумайтесь, добро 666, обычный никнейм обычного адепта. Но и это прозвище уже указывает на богосатанизм Абдулавиры и ее дуализм. Добро, как совершение добрых дел, 666 как раз определяет методы, что они не совсем добрые. Абдулавира – это как квест с цикадами, где люди разгадывали загадки от тайной организации, используя азбуку Морзе, юникоды и другие различные кодировки. Так и тут. Не всем дано понять всю суть абдулавирования. Ведь тут головой думать надо, а не жопой. Ну и, соответственно, теряя время, ресурсы и силы, мы приводим больше адептов. Нужно что-то потерять. Чтобы что-то приобрести, нужно что-то потерять. А является ли привод адептов самоцелью? Отвечаю, конечно же нет. Одно из наших направлений деятельности – это перевод гадов земных в ад Абдулова. И еще. Целей может быть много. Самые видные к цели – это карание зла. Ведь по факту это явная проблема. Мы и сами видим, к чему привел контент грешников. Реальные болезни и реальные больные. Взять того же Вольного и его зрителей. Это же вообще отпитые и потерявшие связь с реальностью люди. Они живут в своем мирке. Ладно, пусть бы и жили бы. Слова бы им никто не сказал. Но нет, они лезут пальцем и начинают истово гадить, и их не остановить. Как и было сказано, мы не святые в борьбе с ублюдками. Мы не чураемся грязных приемов и каких угодно средств для достижения своих целей. Все из-за того, что по-другому они не понимают. Абдулавира имеет дело с полнейшими фриками и отбросами общества, которые выставляют свою персону и юродивость на всеобщее обозрение, дают ролевую модель для неокрепших умов. К примеру, именно так и появилась маслочизация. Самая основная и ключевая цель последователей Абдула-религии – это очищение. Очищение сначала виртуального пространства, а затем и физического от всякого рода ублюдков, нечисти и прокаженных духом старого сатаны. Вибарант четко дает ответ на вопрос о том, кто подлежит каре вечной. Это все те, кто при жизни своей своими поступками идентичен Александру Абдулову, который, как уже упоминалось, ранее был гнусным ублюдком из когда-либо ходивших по земле. Отдельно в Священном Писании в разделе заповедей выделены пи***ы, которые, по мнению Абдула-ученых, подлежат немедленному уничтожению и отправке в ад Абдулова. Сама Абдула-религия необычна еще тем, что в отличие от всех прочих когда-либо существовавших верований, всецело поощряет ненависть и презрение в адрес Всевышнего, то есть в адрес богосатаны Абдулова. Вера адепта держится на ненависти к Абдулову, как к ушедшему гаду, ходившему когда-либо на земле. Однако, получилось так, что Абдулов вознесся после своей смерти в качестве богосатаны, и сегодня адепты вынуждены подчиняться ему и исполнять его волю. По сути, между адептами и богосатаной заключается своего рода сделка,
который обязывает самого адепта карать гадов земных, подобных Абдулову, и изгонять из людей дух старого сатаны. А бога-сатана, в свою очередь, предоставит адепту, исполнившему его волю, 10 тысяч лет без пыток в своем Абдул-аду. Само абдуловирование, как уже можно было догадаться, содержит в своем названии составляющую слово «вера», чисто в стилистическом или косметическом понятии. Абдуловирование – это не слепая вера, это прежде всего эзотерические знания, богатая культура, идейная база и целая наука об устройстве этого мира. Но самое главное, что декларирует Абдулла-движение и что понимает далеко не каждый, это становление сверхчеловеком, силы которого будут сопоставимы с силами Создателя Всевышнего, то есть Александра Гавриловича. Адепт, досконально изучивший Абдулла-науку и Абдулла-культуру, понимает, что его истинное предназначение – это не только исполнение воли Абдулова, сколько его же уничтожение, с тем, чтобы занять его место и самому встать на его место, стать человеком-богом в прямом смысле. Attention citizens, nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Thank you for your cooperation. Абдуловирование резко негативно относится к государству Япония и большинству ее населяющих жителей. Причиной этому – множество гадостей, сотворенных этой нацией за всю историю своего существования. Это и военные преступления, преступления против человечества, ужасный эксперимент японских военных ученых и докторов над людьми, империализм. И, конечно же, тот факт, что Япония не наказала практически ни одного военного преступника по итогам Второй мировой войны. Особняком среди всех причин ненависти к Японии и японцам стоит японская культура, в которой любовь к детям в самом извращенном понимании и насилие над детьми не является чем-то зазорным и запретным. Япония – родина педофилии, хентай, лоликула, и прочие мерзости, ломающие психику подрастающим поколениям. Лоликула, сука. Узнав про Абдулла-веру, узнав про ее идеи, ее участников, теперь стоит рассказать, как же стать адептом Абдулла-религии. Не стоит думать, что, нацепив Абдулла-аватар, прочитав Бипорн, при этом карая маслят в Копателе онлайн, вы становитесь автоматически адептом. Каждый такой пришедший, каждый адепт должен задаваться вопросом, а что я сделал для науки? И из этого вытекают различные мысли и идеи. Как было указано раньше, адепт – это тот, кто развивает Абдулла-веру, делая ее сильнее. Делать же это можно различными методами, а именно делать контент. Это самое простое, если вы являетесь творческим человеком. Можно делать все, что угодно, к чему душа лежит. Никто никого не заставляет. Нету никаких рамок, кроме нескольких, чтобы это развивало Абдулла-сообщество и соответствовало канонам. Но стоит дать совет. Не надо делать хуйню. И хуйню наподобие... Да, выставляйте свои плюсы, гасите свои минусы, и будет все абдуленно. Как же я заебал. Становитесь Абдулла-ученым. Есть такая очень немногочисленная каста в церкви Ада Абдулова, называемая коллегией Абдулла-ученых. Это те адепты, которые занимаются Абдулла-наукой, то есть развивают мысль Абдулла-верования, хранят ее секреты и манускрипты, а также ведут пристальное наблюдение за пациентами и грешниками, выявляя суть греха и симптомы заболеваний. Для того, чтобы стать Абдулла-ученым, мало объявить себя таковым. Нужно постепенно и последовательно зарекомендовывать себя в этой области, проводя научные исследования Биборона или прочих явлений, связанных с Абдулла-верованием, создавая научные работы и статьи, трактуя внутренние понятия и смысл Биборона для широких масс. Настоящий признанный Абдулла-ученый признается таковым либо уже состоявшимися Абдулла-учеными, либо большинством адептов.
Также нужно знать историю Абдулаверования не только как то, что делал пророк Абдуль, но и что делали грешники и адепты в целом. Это тонны информации, но благодаря Абдулла-ученым они конвертируются в наименьший эквивалент для общего ознакомления, чтобы не быть профаном и знать историю об развитии Абдулаверования, ее понятия и ее традиции. На сегодняшний день Абдулла-ученых очень мало. Это вымирающий вид, и какого-либо единства между ними нет и, в общем-то, никогда и не было. Они предпочитают работать поодиночке, в тишине и покое. Однако на данный момент есть объединенный Абдулла-научный ресурс, в который может внести свой вклад любой желающий. Это Абдуллапедия, находящаяся по адресу bibaran.org, а также старый, ныне необновляемый храм Абдулла-науки, тем не менее все еще доступный по адресу abdullavhell.blogspot.com. Использование своих талантов в плане программирования тоже весьма интересная штука. Разрабатывание Абдулла-игр, создание Абдулла-сайтов, знания в языках программирования, компьютерной вирусологии, эксплойтов весьма помогут Абдуллаверованию. Только не надо, пожалуйста, делать рюкзаки адептов. Знаем мы такое. Таланты в социальной инженерии, SMM, навыки в психологии помогут распространению Абдуллаверования и изучению социальной сферы общества, откуда можно выдирать адекватных людей, делая их жизнь интереснее. Но не стоит опять же делать хуйню, как делают некоторые долбоебы, которые пиарят Абдуллаверу во всяких помойках с ебанутыми людьми. Все вышеперечисленные навыки могут комбинироваться и использоваться в Абдулла-джихаде против грешников. Не стоит также видоизменять Абдуллаверу в помойку, дабы влетать в тренды. Абдуллавера и ее атмосфера должна оставаться неизменным, дабы это не скатилось в 100 слоев пиромана на лице. Пиздец. И да, каждый адепт сращивается с Абдулла-движением, становится единым целым с Абдуллаверой. И он, как раб на галерах, тянет все движение вперед и является ответственным за нее. Но не стоит печалиться, ведь есть верные товарищи-адепты, которые помогут в этом нелегком деле. Препятствия ломают человека, и тут уже становится вопрос, какую таблетку этот человек же и выберет. Слиться и бросить этот замечательный опыт, либо стать адептом и ломать перед собой препятствия, становясь все лучше и лучше. Опять же, вы будете не одни. По пути адепта будут следовать и другие, которые увидят вашу заинтересованность и помогут вам. Есть такое высказывание: если человек не поднимет 1 центнер, то 10 человек поднимут ее с некоторым усилием, а 100 человек поднимут этот центнер одним пальцем. Раз мы поговорили о каре вечной и о Абдулла-джихаде, то стоит упомянуть некоторых ужасных представителей рода людского. Например, грешник номер 1, Озон 671 Гейс. Вкратце, если, то это бабуин, который не чурается мошенничества, оскорблений, понтов и так далее. Полный разбор данного грешника находится на нашем канале. Вот там сейчас всплывет подсказка. Также грешник номер 2, Ванамас, а.к.а. бомж, ныне излечен, пиарился оскорблениями и развивал среди молодежи бомжовский образ жизни. Данные молодые люди превращились в маслят, а именно отбитых наглухо троллей. Грешник номер 4, Вова Мас, Мега Вова, Мега Жир, а.к.а. Свиноматрица. Самый конченый и ебанутый грешник за всю историю Абдуллаверования. Отбитый наглухо извращенец и долбоеб. Жирный как Джабахат, сливал свои фотки в полностью голом виде, ебал пылесос и подушку на камеру. Изначально ярый фанат и апологет ранее упомянутого Ванамаса. Но впоследствии, поняв, что даже сам Ванамас над ним ржет и считает долбоебом, превратился в его хейтера. И, обосрав штаны, пытался договориться с адептами, чтобы его перестали карать. Но не тут-то было. Никита Кувиков, а.к.а. Евгений Вольнов, хулиган базарного стиля, выебывался на Абдуля в свое время. Сам по себе является украинским киборгом, который работает на сальном реакторе. Получил пару страйков на свой ссаный канал.
Также были созданы множество каналов смертников по его душе. Ну и соответственно, список будет пополняться. Адепты все равны, нет каких-то элитных, нет ущемленных. Ведь такая иерархия не будет способствовать к развитию адепта как сверхличности. Если, допустим, у кого-то есть так называемые подсосы, то и сам этот кто-то является подсосом. Ведь у подсосов есть подсосы. Нам такое не интересно. Все в основном в дружеской атмосфере, дружеские подъемы, дружеская взаимопомощь. Ведь все за одно дело. И как один умрем в борьбе за это. Адепт должен делать добро, а именно развивать Абдулавиру, чтобы усиливалось влияние Абдулова на нашей планете, получая взамен 10 тысяч лет без пыток. 10 тысяч лет без пыток – это величайший подарок бога сатаны адепту, который при жизни исполнял его волю. Считается, что даже секунда в аду Абдулова – это настоящий дар, а адепт получает целых 10 тысяч лет, при том, что в среднем 1 год в аду Абдулова, как было установлено Абдулла-учеными, длится примерно 100 земных лет. Абдулла-Джихад, или же Гамазы, это кара вечная на грешник. Объединенные усилия адептов по интенсивной каре и привлечению того или иного грешника к ответственности за свои богосатаномерзкие деяния. Все четкие адепты пришли в Абдул-коммунизм. Абдуль с ними общался лично, по скайпу, недавно достаточно. Вот, и, в общем, он их поддерживает, я так понимаю, короче. Ну, Абдул-коммунизм я имею в виду. Вот, они серьезные ребята, очень опасные. Неплохо на закон. Пророк Абдуль, адепт, устами которого ранее говорил богосатана Абдулов, дабы открыть людям истину. Пророка нет с нами еще с 2012 года. Его дух покинул земное тело и отправился прямиком на Альфа Центавру, к Абдулову, чтобы занять место рядом с ним. Среди старых адептов и по сей день почитается память того самого Абдуля, непримиримого борца за справедливость, правдоруба и человека чести. Ну а теперь жестко. Понятие «автономная церковь», декларировавшееся одним из основных тезисов абдулавирования с самого начала его существования, очень часто трактуется неверно и очень вольным, порой даже еретическим способом. Автономная церковь – это прежде всего идея о бессмертии абдулавирования, означающая, что Абдулавира жива, покуда есть хоть один адепт, верный заветам Биборона. Адепт не привязан к большинству и способен творить добро в соответствии с Бибороном и в одиночку. Также под автономией церкви понимается свободное применение своих сил и ресурсов, направленных на богу сатаноугодные деяния, такие как, например, кара того или иного грешника, создание различного абдуломатериала. Ну и само собой, автономность церкви подразумевает собой то, что над адептом нет главного. Адепт в идеале не должен быть ведомым и направляемым, чтобы не быть использованным кем-либо в своих личных, возможно, даже гнусных целях. Единственный авторитет для адепта – это Биборон, добрая память пророка Абдуля и богосатана Абдулов. Много раз, как было уже обозначено выше, данное понятие трактовалось неверно, вплоть до создания автономных церквей по своему верующему богосатану Абдулова и Биборон церквей. Это и смешивание абдулавирования с христианским сектантством, с внешними политическими идеологиями, расизмом, бредовой идеей движения. За год адепты Абдулавиры справились с задачей, и шуе ППШ стало достаточно массовым явлением. В сентябре-октябре 2015 года началось распространение мемов про шизофрению. Все это противоречит всем понятиям каноничности и заветам Биборона и понятию адепт. Биборон прежде всего говорит нам о том, чтобы мы стремились к объединению в одно целое, в один могучий разум Абдулавира и отказались от личной индивидуальности. Настоящий ортодоксальный адепт, правильно понимающий суть изложенного в Бибороне,
обязательно приходит ритуал отказа, индивидуальности. И отказывается от разнообразия, ставит одинаковый аватар. Меняет никнейм. Анша Абдуль. Это приветствие адептов. Как итог, Абдулавера — это не секта и не мем, и, соответственно, не попытка собрать воинствующих школьников в одно сообщество. За Абдулаверой стоит нечто большее, чем просто шутка. Мы — движение гражданского сознания. Абдулавера — это интернет-милиция, и ее появление, прежде всего, поспособствовало чувство безнаказанности людей в интернете, собственно, как и безнаказанность Абдулова из-за репутации народного любимчика. Этим мы, адепты Абдулаверы, хотим вам показать, что все мысли и действия адептов имеют под собой веские мотивы и заходят куда больше, чем просто шутки, цитирование Биборона и попытка прославиться. Но для тех же, кто уже является адептом, это будет скромным напоминанием о том, за что и ради каких целей мы все здесь собрались. Не стоит уповать на возвращение Абдуля или ждать, когда адепты что-то сделают. Так поступают либо слабые духом люди, либо хомячки. Если вам не нравится тот скам, блуд, разврат и ублюдочность некоторых личностей в реальности и в сети интернет, то творцом истории можете стать именно вы. Но не стоит воспринимать Абдулаверу и адептов как свою личную армию, то есть не стоит использовать Абдулаверу в своих личных интересах. И еще, желательно не вступайте в сомнительные сообщества с шизофрениками во главе и бимараном за 555 бубней. Мы не продаем бибороны, ведь с купленной книгой идею не купишь. В общем, это был краткий рассказ об Абдулавере. Понятное дело, что я захватил не все моменты ее истории, так как данное видео вышло бы через 10 тысяч лет, длительностью те же 10 тысячам. Если вас заинтересовала Абдулавера и у вас есть вопрос, или вы уже все поняли и захотели стать адептом, то заходите в наш Discord, ссылка в описании. Так, хотелось бы сказать спасибо всем ныне активным адептам, которые уже отошли от дел, но внесли свой вклад в наше движение. Также людям, которые помогали Абдулавере и адептам. Ну а теперь пришла пора прощаться. Анша Абдуль.
Ой, блядь, как я заебал.